такое трахета? Трахета? Звучит прикольно. Мне кажется, я знаю, что это. Я могу ошибаться. Нет, ты не знаешь. Это карта. Золотая карта. И сегодня она будет у меня. Доброе утро, друзья. С вами Орел и Решка, Кругосветка. И сегодня мы прилетели в прекрасный город Гвадалахара, где, кстати, тебя, Петя, ждет смерть. Значит, как смерть? Это всего же моя 4-я передача. Ну, правильно, все идет как надо. А я буду веселиться, развлекаться с горячими мексиканцами, пить текилу и танцевать. Ну что, я пошла. Держи. Погоди, секунду. А монетку кинуть? Слушай, а ты набираешь обороты, я смотрю. Давай. Орел. Решка! Давай, о диос, por favor. Ты помнишь, что у тебя впереди 2 месяца бедности? Ты мне тут не рассказывай. Да. Помнишь, я тебе говорил, у тебя впереди 2 месяца бедности? Да что ж ты криворукий такой? Могу добавить тебе 10 песо. На удачу. Пока! Пока. Куда же не провалились-то? Гвадалахара – мексиканская красотка. Говорят, этот город впитал в себя европейскую красоту и изысканность. Смешал ее с южным темпераментом и добавил пару капель текилы. Сегодня мы попробуем этот коктейль на вкус. В Гвадалахаре миллионер может арендовать себе любую машину. И огроменный лимузин, и ретро-автомобиль, и мощный спорткар. Но все это уже было. Поэтому я решил взять нечто действительно уникальное. Встречайте! Самая экзотическая и улетная машина за всю историю Орла и Решки. Единственный во всем мире лимузин-самолет. Офигеть! Это просто улет! Gracias! Mucho gusto! Этот автолайнер – дело рук местных умельцев. Они купили списанный Boeing 727, отрезали крылья и присандалили к нему колеса и мотор от рейсового автобуса. О, боже мой! Слушайте, это просто самый большой в мире лимузин. Ночной клуб-лимузин-лайнер. Все вместе. Вместо пассажирских кресел в салоне мягкие кожаные диваны, модные светильники и искусственный камин. В кабине пилотов приборы и рычаги и от автобуса, и от самолета. А в хвосте моего Боинга-мобиля сделан специальный отсек для утех. Офигеть, да вы гоните! Просто ложа любви! Стюардесса! Да, я припарковался в правильном месте. Авиалинии «Орел и Решка» приветствуют вас на борту и желают приятного полета. Те, у кого нет денег на собственный Боинг, до Гвадалахары могут добраться 2 способами – на такси и на автобусе. Выбор очевиден – побежали на автобус. Маршрут номер 259 идет прямо в центр города. Так, кажется, идем на взлет.
Или нет? Разгоняется мой Боингомобиль до 120 км в час. Стоит $140 тысяч. И создает настоящий фурор на улицах. Глядя на него, все просто шеи сворачивают. Едешь по городу и собираешь лайки. Это и не удивительно. Представьте, едете вы себе спокойненько, и вдруг видите, как вас догоняет самолет. Вот вроде бы ничего особенного в этом автобусе нет. Но музыка, которая играет, эти мариачи, ты сразу же представляешь 4 мужичка в сомбреро, играющих на гитарах и поющих. И понимаешь, что ты погружаешься в Мексику. Вот она, Мексика. Привет, Гвадалахара! Привет! Ола! Гвадалахара по мексиканским меркам уже старушка. Ей скоро стукнет 500 лет. Испанские конкистадоры построили ее по своему любимому шаблону. В центре города огромная площадь, площадь оружия. На ней главный собор. В Гвадалахаре он очень красивый. Смотрите, кажется, что на его крыше лежит здоровенное пасхальное яйцо. Улицы тут пересекаются под прямыми углами. Из-за этого город похож на школьную тетрадь в клеточку. Удивительно, но за 500 лет в Гвадалахаре не построили ни одного небоскреба. Все 1,5 миллиона жителей живут в одно- и двухэтажных домиках. Вон их сколько, до самого горизонта. Не пойму ничего. Вообще, я в Мексику ехал, я думал, что попаду в деревню какую-то, где сплошные фермеры в шляпах, и, не знаю, скот перегоняют. А оказался очень даже миленький городок, густонаселенный, в котором жизнь бьет ключом. Есть такие города, попадая в которые сразу понимаешь, что отдых здесь удастся. Так вот, Гвадалахара один из таких. Прямо чувствуешь, что тут будет круто. Гвадалахара, наверное, самый красивый город Латинской Америки. И дело даже не в том, что здесь на каждом углу какой-нибудь красивенный старинный собор. Весь город какой-то яркий, дышащий, жизнерадостный. Это прямо чувствуется в воздухе. Гвадалахара для Мексики, как Львов для Украины. Город местами ветхий и даже обшарпанный, но в этом есть какой-то свой шарм, своя романтика. В Гвадалахаре достаточно 5-звездочных отелей. Всякие там сетевые Хилтоны, Интерконтинентали. Но в таком городе, как Гвадалахара, селиться в них – моветон. Если бы я родился в Мексике, то звали бы меня не Петя, а Педро. И жил бы я в Каса Педро Лоса. Это лучший бутик-отель в Гвадалахаре.
100 лет назад этот дом принадлежал одному из богатейших людей города – архиепископу Гвадалахары Педро Лоза. Живут же педры. Вот как выглядели дома богатых гвадалахарцев. В середине дома внутренний дворик-патио, где можно укрыться от палящего мексиканского солнца. Вокруг галереи с колоннами. И фонтан. Теперь посмотрим, как выглядит самый лучший номер в этом отеле. Вау! Никогда не видел, чтобы в номере отеля был двор. Самое интересное, что здесь ничего не меняли со времен архиепископа. Просто немного отреставрировали и осовременили. Вот в этих комнатках раньше хранился садовый инструмент. Теперь здесь душ и туалет. А тут был садовый фонтан. А сейчас здесь установили джакузи. Ага. Ну, в общем, мои апартаменты состоят из огромной ванной комнаты с джакузи, с зимним садом, с 2 душами и маленькой спальней. Ой, слушайте, маленькая какая-то. Ну, это неудивительно. Кровать-то антикварная. Ей около 100 лет. А тогда средний рост мексиканца был 1,60 м. Когда гуляешь по Гвадалахаре, такое чувство, что попал в калейдоскоп. На каждой стене какое-то цветастое творчество. Или простые каракули, их зовут тегами. Или яркие надписи, это граффити. Или огромные полноцветные картины, это муралы. Ну вот согласитесь, гораздо привлекательнее выглядит заведение, когда на нем не просто вывеска, даже если она неоновая, а рисунок размером с дом. Ну это же круто! И так мексиканцы делают повсюду эти муралы. Дело в том, что в Гвадалахаре совсем по-другому относятся к рисункам на стенах. У нас запрещено законом граффити. А тут даже вон специально подписывают стены, где можно рисовать. Таким образом поощряют искусство. Un espacio para la expresión del arte. Так и старые здания становятся красивее. И бюджетные деньги на краску выделять не надо. В Гвадалахаре с уличными художниками дружат давно, а самым заслуженным даже доверяют расписывать церкви. Выглядит странновато. Но прихожан от этого только больше. Мексиканцы любят выдумывать всякие развлечения. Некоторые из них совсем уж безбашенные и даже опасные. В Мексике проводят один из самых жестких квестов в мире. Называется он «Беги-беги, нелегал». Недалеко от Гвадалахары создана копия границы Мексики и США, где каждый может почувствовать себя в шкуре нелегала и столкнуться со всеми опасностями, которые его поджидают. Это настолько реалистичный и опасный аттракцион, что выдерживает его далеко не каждый.
Звучит круто. Okay, thanks. Для обычных мексиканцев стоит это развлечение $25. Но за индивидуальное приключение с богатого белого гринго стянули 1,5 штуки. Гуляя по улицам Гвадалахары, замечаешь еще одну особенность. Со всех сторон на тебя пялится смерть. Со стен домов, с прилавков магазинов. А это вообще ходит по центру города. Дело в том, что в Гвадалахаре популярен культ Святой Смерти. Ее здесь называют Санта-Муэрте. Не каждый день увидишь на улице посреди города смерть с косой. Чего только мексиканцы не придумают. Hola. По всей Гвадалахаре разбросаны часовни Святой Смерти. Обычно это вот такие каморки, где сидит священник культа. Совсем комфортно чувствую себя в этом месте. Tiene una parte tipo holograma y se manifiesta. Hay terceras personas que nos dañan. По словам Ямараша, многие местные верят, что Бог занят глобальными вещами. Делает, чтобы солнце вставало, чтобы был воздух и вода. А Святая Смерть отвечает за вещи более приземленные. За любовь, деньги, за жизнь и здоровье людей. Странно, конечно, я как-то привыкла, что у нас православных людей Бог во всем помогает, что и любовь свою ты найдешь. Попросишь Бога, помолишься, любовь свою найдешь. Попросишь Бога о здоровье, здоровье тебе даст. А тут у мексиканцев смерть отвечает за все это. Вот как-то даже мне немножко не по себе так сидеть. Мне кажется, что сейчас эта коса упадет и... У Санта-Муэрте есть свои ритуалы. На здоровье, на деньги и, конечно, на любовь. Попробуем, а чего бы и нет. Много любви не бывает. Ага. Вот эта плюшевая – это я. Вторая кукла сделана из черного воска. Это тот, кого нужно приворожить. Ага. Окей. Итак, начнем. Протыкаю голову, чтобы думал только обо мне. Протыкаю рот, чтобы говорил только обо мне. See? Протыкаю сердце, чтобы любил только меня. Протыкаем иголкой руки, чтобы обнимал только меня. И протыкаем тело, чтобы оно принадлежало только мне. Такое ощущение, что я занимаюсь черной магией. Далее кукол надо полить эфирным маслом, а восковую поджечь. Чтобы все то, что я загадала, сбылось. Muerte roja. Muerte roja. Concédeme Concédeme la dicha la dicha en el amor en el amor para que encuentre para que a mi encuentre ser amado, a mi ser que amado, me corresponda, que me que corresponda, me dé felicidad, que me dé felicidad, con el poder con el poder encontrar el amor. al encontrar el amor. Así sea, Así sea, así será. así será. Еще я только что помолилась смерти. Господи, прости. В конце концов, когда я наконец-то найду свою любовь, мне нужно вернуться в Мексику, приехать к алтарю специальному и отблагодарить смерть за то, что дала мне такую любовь.
Конечно, со стороны ритуал выглядит страшно. Но если присмотреться ко всем этим постерам, дешевым пластмассовым статуэткам и к самому священнику, похожему на студента-рокера, то становится понятно, что весь этот ритуал бутафорский. Просто легальный способ отъема денег. Cuando te concede el milagro es cuando va a surgir la fe. Игра «Беги, беги, нелегал» начинается, как только вас высадили из машины на пустыре. Здесь уже собрались такие же будущие нелегалы. Заправляет всем проводник. Таких людей тут называют «Эль Койот». Он знает все секретные тропы через границу. В жизни стоимость услуг Койота $5000 с человека. Что мы делаем? What are we gonna do? Границу переходят на самом безлюдном участке. Oh, shit. Сначала нелегалам приходится пробираться через колючие кусты, рискуя напороться в темноте на кактус. Да я вообще не вижу. Потом нелегалы переходят вброд ручьи. Перед границей нужно преодолеть заграждение из колючей проволоки. Да ладно, блин, реальная колючая проволока? Ай! Крапива! А под участками, которые просматриваются с наблюдательных вышек, нужно ползти по подземным туннелям. Блин! Фу, Путина! Господи, я не хочу быть иммигрантом. Не хочу. Да, я дошел, господи. Я так боялся, что она палится. В этих местах водятся койоты и горные львы. Тут каждую секунду рискуешь наступить на гремучую змею. Но это все фигня по сравнению с тем, что нелегала ждет дальше. В Гвадалахаре много дешевых хостелов, но те, что мне попались, оказались какими-то клоповниками. Ну это просто трындец. Куча волос, желтая подушка. Ну... Я, конечно, все понимаю. Дешево, круто, тусовка здесь. Но я в таком номере жить не буду. А все приличные зарезервированы на неделю вперед. You're full. Full? At least today. We're gonna have some room tomorrow. No bed. No anything. One. No, yeah. We're No packed. free space. No free space for today. Ну что тут делать? Придется выложить кучу денег за нормальный отель. Не ночевать же на улице. Hi, do you have a room? 1,250. В этом номере нет дизайнерской мебели, шелковых простыней и картин известных художников. Зато в отеле есть бассейн, и в стоимость входит завтрак. О, спасибо. Спасибо. О, Буэнос, как там? Ночес. Выключай свет. Уходи. Выключай свет, пожалуйста, дай спать. О.
Сказал, выключи свет. На границе промышляют десятки мексиканских банд, которые выслеживают нелегалов. Хорошо, если это просто грабители, а часто тут работают охотники за человеческими органами. Уберите собаку. Уберите собаку, блин. О, щит! Бандитов спугнули мексиканские пограничники. Но нелегалу радоваться не стоит. Мексиканские погранцы мало чем отличаются от преступников, ведь главная их цель – грабеж. В такой ситуации главное помалкивать и не сопротивляться, иначе живым не уйдешь. Забрав все самое ценное, пограничники могут просто отпустить нелегалов. Но их беды на этом не заканчиваются. ¿Aguantan? No, aquí no traigo agua. Ustedes deben traer su agua, por eso les dije al principio. Lleven su agua. Проводник Койот, который все это время показывал дорогу, просто бросает людей одних. Без копейки. Прямо перед самой границей. Тут-то их и накрывает американский полицейский патруль. А, тут кактусы! Put your hand out. Put your hand out. I'll get you. Busted! Be careful. Я рецидивист, да? А? Don't talk. Don't talk. Come here. Come on. Stand up over here. Right here. What you got here? What you got? It's nothing. This is a mic. Where are you from, sir? I'm from Mexico. Are you from Mexico? Yeah. What are you doing over here? I was just passing by. I was just walking Walking? with my friends. Yeah, I'm lost. Where's your friends? I don't know. They left me here all I need alone. the rest of the people. If not, you're going to prison. You understand? Yeah, That's for the rest of your life. Okay, put your hands behind your neck. And move this way. Get up behind the truck. All the time like that. Okay. Here? Yes, sir. Всех нелегалов пакуют и увозят в участок. Там их закуют в наручники и, вытряхнув всю душу, депортируют обратно в Мексику. Но это еще не конец игры. Участникам зачем-то завязывают глаза и ведут к обрыву. Там повязку снимают, и перед глазами предстает захватывающее зрелище. Вся эта игра устраивается только для того, чтобы участникам показать, да? Друзья, не надо пересекать. Если вы не хотите быть одним из этих факелов, не надо пересекать границы Мексики. Потому что каждый из этих факелов зажжен в честь того, кто погиб, пытаясь пересечь границу.
Каждый год миллион мексиканцев пытаются нелегально попасть в США. Это удается только 1 из 10. 500 человек погибает на границе, еще 1000 пропадает без вести. Самая любимая еда бюджетного туриста – это фастфуд. В переводе «быстрая еда». Но вы ничего не знаете о быстрой еде, если не бывали в ресторане Карне Гарибальди. Ресторан Карне Гарибальди занесен в Книгу рекордов Гиннесса как заведение с самым быстрым обслуживанием в мире. Hello. Hey, how are you? Как все быстро в этом ресторане посадили, уже официант подошел. I want your meat. Meat? Meat. Okay, okay. No spicy. Not spicy. Yeah. Уже? Я? Yeah, that one. В смысле? What would you like for drink? Подождите, я же еще не успела заказать. We have the record. Подождите. Что это за сюр вообще? Я еще не успела заказать, как он махнул рукой официанту, и тот, сломя голову, сделал вот так. Окей, please. Секрет быстрого обслуживания прост. К столику прикреплены 2 официанта. Пока один принимает заказ, второй внимательно следит за его движениями. Выслушав клиента, первый официант показывает жестами своему напарнику номер блюда в меню и размер порции. Маленькая, средняя или большая. После этого второй официант со скоростью пули летит на кухню, насыпает еду и вихрем приносит ее к столику. При этом он может удерживать в каждой руке по 5 тарелок одновременно. И они теплые, из кальенте. Мясо уже теплое. За такое количество времени приготовить это нереально. Замариновать это нереально. Тут тоже все просто. Еда постоянно подогревается и доваривается поварами. Поэтому она всегда горячая. Ну что ж, теперь попробуем само блюдо. Называется оно «Carne en su jugo», что переводится как «мясной сок» или «мясо в собственном соку». Итак, мясо, бекон и бобы, фасоль. Вот это вот белые хлопья – это бекон поджаренный. И есть это блюдо нужно максимально быстро, потому что когда оно становится холодным, покрывается пленочкой жира. Но я не могу так быстро есть, как они несут. Пахнет как-то никак, безвкусно. Можно выйти в туалет? Ну, быстро не означает вкусно. Обычное мясо, такое ощущение, что просто телятину сварили в воде и все. Утром второго дня я решил посмотреть на самое традиционное развлечение в Гвадалахаре – мексиканское родео. И чтобы соответствовать образу мексиканского ковбоя, нужно немного прибарахлиться. Вот так, друзья. Вот именно так Петр Романов превращается в Педро Романчес. Бравый мучачес.
Hola! Каждый воскресный день в Гвадалахаре начинается со службы в местном храме. Пойдем посмотрим, может, будет что-то интересное. Какая-то служба, наверное, идет. Свадьба? Церковь просто переполнена людьми. Посмотрите, реально. Вся церковь, здесь куча людей. И одна девушка посередине в розовом платье. Непонятно, то ли невеста, то ли кается, грешница, то ли выпускница. Это мексиканская церемония совершеннолетия – кинсаньера. Ее должна пройти каждая девушка, достигшая 15 лет. Если не считать свадьбу, это главный праздник в жизни любой гвадалахарской девочки. Именинницы с самого утра делают праздничный макияж и одевают в специально пошитое к этому дню платье. На церемонию приглашаются все родственники и знакомые. Вот и бабушка Розалия, и племянник Пепито здесь, и даже весельчак дядя Хорхе приехал из Мехико. А это ее подружки. Они в основном завидуют и обсуждают платье. А вот родители девочки. Они очень волнуются. С этого дня их любимую дочу в любой момент может кто-нибудь посватать. Волнуется и сама именинница. Падре долго дает ей наставления о целомудрии и благочестии. Раньше это был праздник не столько для девочек, сколько для родителей. Тогда в бедных мексиканских семьях было много детей. И все радовались, что дочку можно сбагрить замуж и не кормить лишний род. Сейчас, конечно, никто от дочерей избавляться не спешит, но традиция осталась. Видите, вот такое важное событие в жизни каждой девочки переживают в Мексике. Как говорится, замуж выйти может не каждая, а 15 лет может исполниться каждой девушке. Поэтому нужно не упускать момент и почувствовать себя принцессой. На этом праздник не заканчивается. Вечером всех желающих зовут в местный клуб на вечеринку. Будет бесплатное развлечение, может, еще и накормят. Что еще нужно бюджетному туристу? Схожу. Hola. Hola, caballero. Están las pistolas, ¿no? Sí. Итак, мексиканское родео. Оно называется чириада. И мексиканцы говорят, что американское родео им в подметке не годится. Сейчас посмотрим. А чтобы богатому туристу никто не мешал насладиться зрелищем, я заказал себе индивидуальное представление. Оно состоит из 3 актов. Итак, акт 1 – трюки с лассо. Ладно, первый блин комом. Ну, ничего. Акт 2 – эскарамуса.
шоу девушек-ковбоек. И это все? Не, ну синхронно, конечно, но я ожидал большего. Но я думал, что будут какие-то финты на лошадях, какая-то акробатика. Я бы также проскакал, если что. И, наконец, третий акт. Ковбою нужно удержаться верхом на разъяренном быке. Не, не то. Нет то. Вот что тут сложного? Ну вот вы сами сейчас все видели, ну что это за ерунда? Какой-то не бык, а теленок. Да он вообще не скачет у него. А этого с лассо поймать не может. Нет, это не... Вот так как он на этом быке сидит, это каждый сможет. Думаю, а чем я-то хуже? За отдельную плату мне разрешили самому оседлать бычка. Бояться тут вроде нечего. Хоть скуку от этого представления разгоню. Окей? О, черт! Олег, он мне руку раздавил. Смотри. О. Нет, я хочу в Сакраменто вернуться и на механическом. Опасное дерьмо, надо сказать. Даже не знаю, чего ждать от мексиканской вечеринки. Музыканты мариачи поют под гитару. Женщины в пышных платьях танцуют фламенко. Дети разбивают пиньяту с конфетами. А на самом деле вяло танцуют родственники, выступают местные коллективы, и проводят конкурсы типа «Кто первый сядет на стул». Знаете, вроде прилетели на другой континент, а игры не отличаются, что у нас на свадьбах, что у них на 15-летии. Если сейчас еще будет игра в платочек, я вообще со стула упаду. Мне прям так и хочется закричать: «Горько! Горько!» Вот я смеюсь, а на самом-то деле я-то уже далеко не молода и не замужем, где мои 15 лет. Пойду, может, кого присмотрю? Ребят, я вот прям так обожаю этот момент. Можно сказать, мой любимый. Город классный, и вам здесь $100 хватит по. Супер просто. Так что все, vamos a Guadalajara.
Для того, чтобы найти 100-долларовую заначку в Гвадалахаре, отправляйтесь к пешеходному мосту над проспектом Мигеля Идальго. Там, над табличкой в честь его открытия, вы найдете наш клад. Вас ждет богатство, друзья. И туда? Гвадалахара похожа на темпераментную мексиканку. Стильную снаружи и романтичную внутри. Она может озорничать с вами, как девчонка. Остужать ваш пыл, как почтенная дама. Не каждый день увидишь на улице посреди города смерть с косой. И окружать вас теплом, как родная бабушка. Кажется, идем на взлет. Совсем комфортно чувствую себя в этом месте. Живут же педры. Подождите, я же еще не успела заказать. Фу, мучина. Hasta la vista, señora Guadalajara. Регина, привет! Слушай меня, слушай внимательно. Нет времени объяснять, но если ты, я теперь все знаю, если ты вдруг решишься прокатиться на быке, не надо, не решайся. Если ты, не дай бог, решишь перебежать границу и попасть в Соединенные Штаты, не надо, не делай этого. Но если ты все-таки решишься, вот тебе, на. Это не только для красоты, но это еще и средство безопасности. Кстати, Гвадалахара – прекраснейший город, красивейший город. И тут очень быстро готовят. Есть прекрасный ресторан, поэтому побежали. А мы на самолет не опоздаем? Не опоздаем. Самолет через 15 минут, Регина. 12 секунд и блюдо у тебя на столе. Что, правда 12 секунд? Да. Из романтичной Гвадалахары наша команда улетает на самый звездный курорт Мексики – Акапулько. Здесь мы закатим концерт в пещере дракона и попробуем на вкус черную курицу. Так вот ты какая мексиканская курочка. А также мы нагрянем в гости к Сильвестру Сталлоне. Ну и ручище. И покажем, на что идут мужчины Акапулько, чтобы завоевать женские сердца.